Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз– старинный цыганский пасьянс. Что случится с первых дней 2026 года? На пороге каких событий вы стоите буквально со дня на день? Давайте узнаем, что изменит вас или что изменит вашу жизнь, может быть и так. И на картах цыганского старинного пасьянса мы смотрим именно события, без лишней философии. Нам карты показывают, что может случиться, а вы подумайте о своем деле, вопросе, что вам сейчас, может быть, покоя не дает, как эта метафора, ну, что она вам хочет подсказать. И должна сказать, все-таки весь январь до 4 февраля включительно у нас Уран, планета в ретро-движении, в обратном. Одновременно конфигурация Сатурна, вашей планеты-управителя, она-то хоть и в прямом движении, в директном, но она в тех же конфигурациях, как это было в 2025, когда было ретро-движение. Поэтому это продлится до конца июля. И, скорее всего, тут некая история или какое-то дело. Оно может вот так идти постепенно, не быстро, но это увязано именно с тем, что нам хорошо знакомо, с прошлым. И нам дается этот период все то, что мы называем с приставкой переделать, передумать, пересмотреть, пересогласовать, переподписать, у кого что. Ну ладно, пойдем с вами дальше. Давайте на картах пасьянса, на пороге каких событий вы стоите. Что же там за события ожидают Козерога в ближайшее время, со дня на день? Конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад, личная история каждого из вас не расскажет. Но я, однако, надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и все же какую-то подсказку вы получите. Смотрим, что же там со дня на день у Козерогов. Что случится? Что случится, что произойдет? Пока нам ничего не рассказали, пойдем дальше. Вообще, когда вот сразу не выпадает каких-то соединений, совпадений, уже по практике могу сказать спокойное течение жизни. Ну, какие-то дни, скажем, да. Но, видимо, может быть, и начинается так вот ни шатка, ни валка. Тем не менее, какое-то известие вы получите. Причем вот колокол– это внешнее известие. Это то, что мы либо в средствах массовой информации можем услышать, или, как знаете, новость, которую сорока на хвосте принесла. И это не значит, что вы этого хотели, инициировали, но каким-то образом это оказывает влияние на вашу жизнь. И, может быть, кому-то из вас дорога выпадает, нужно собраться и куда-то съездить, отправиться. Или к вам, может быть, кто-то едет, я такого тоже не исключаю. Дорога, да, выпала. Что же тут еще? Какой-то и поворотный момент я тоже не исключаю, потому что часы– это добрые перемены. И, может быть, то, что вы слышите поначалу, знаете, нас обескураживает. А тем не менее, это, знаете, может сопряжено быть с тем, что наш какой-то внутренний шаблон ломается или какие-то наши предубеждения, установки наши, личностные. Мы предполагали, что вот оно пойдет так, но оно как-то идет по-другому. Или пусть даже во внешнем как бы мире то, что мы слышим, это тоже нужно, ну, наверное, поразмышлять, как это вы можете применить к своей жизни, или какое влияние или эта информация услышанная оказывает именно на вас. Потому что это и есть какой-то пункт, с которого могут начаться как раз перемены. Может быть, кто-то и решится поехать, я такого тоже не исключаю. Но, видимо, так сложновато решиться на что-то вам. Либо разобраться в каком-то вопросе, потому что Луна– это всегда сомнение. Ну вот смотрите, приготовьтесь на всякий случай, мои дорогие козероги, на пороге каких событий вы стоите. Кто-то будет врать. Извините, ну правда, колокол и пустые разговоры. Вам могут приукрасить какую-то информацию, подать ее, как, знаете, под каким-то маринадом, который более выгоден какому-то человеку. Поэтому сохраняйте спокойствие. Вы люди сильные.
Но, может быть, эмоционально, видя вашу силу, что не могут вас зацепить, будут, знаете, как все средства хороши. Использовать какие-то отвлекающие маневры. Или вам нарочито говорить что-то такое, что, вот как я сказала, как будто обескураживает. Мы не знаем, как к этому относиться, что с этим делать. А тем не менее, у вас-то все хорошо. Может быть, я не исключаю для кого-то. Это даже, ну вот, к примеру, по части работы. Вы узнаете, что руководитель меняется или какая-то персона увольняется с работы, да? Может быть. Но вокруг этого может быть много пересудов, каких-то вот этих пустых ненужных разговоров. К вам это не имеет никакого отношения, потому что у вас добрые перемены. Но вот когда часы выпадают, вы знаете, это очень такой весомый и добрый знак. Все-таки у меня почти 40 лет этот пасьянс, поверьте, на мне самой испробован многократно. И вот когда выпадают эти часы, ну вот хоть камни с неба. Но для нас-то как раз важно не подзастрять в тех эмоциях, которые нам приносят люди. Вот они вам будут нести, может быть, все, что попало. И свои мысли, и свое отношение к чему-то. А вам нужно быть таким независимым арбитром, чтобы не включиться, может быть, в какую-то игру или не воспринимать буквально все то, что вам сказали. Перепроверять, иными словами. Все-таки в этом резон есть. Я так вижу. Смотрим. У вас ведь, посмотрите, правда, может быть, и придется. Услышали новость, потом сами куда-то съездили, отправились, разузнали. В итоге победа у вас в кармане. А подает вам как что-то эдакое, знаете, или что-то такое особенное, или, знаете, как какая-то новость, которая, ну, вот уже все как поворотный момент, и вот есть только так и никак иначе. То есть делите как минимум на 2. Вы можете сомневаться вот по какому-то поводу, а у вас победа, мои дорогие, и добрые перемены. Или пусть даже, я такое допускаю, изменения в вашем окружении, да, ну вот я, к примеру, сказала про работу, но у кого-то, может быть, это и связано с кем-то из родственников или из тех людей, которые вас окружают, мы их не отменим, соседи, коллеги, то есть, ну вот, или средства массовой информации, и тем не менее. Ну вот как бы на вас лично это не то, что не оказывает влияния, я бы сказала, вам даже это может помогать. Даже какая-то информация, которая со знаком минус, она вам, лично вам, каким-то образом может обыграться со знаком плюс. Поэтому, ну, наверное, где-то вот этот момент запомните. Тут я допускаю, если мы говорим ретро, да, планеты, то, может быть, это как шанс вам что-то передумать, переделать, переписать, ну, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Смотрим, что еще мы можем соединить. Какие там события, или вы на пороге каких событий. В нашем пасьянсе мы можем соединять карты, которые в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Но вот я не вижу пока. Тем не менее, вот смотрите, добрые перемены и одновременно прочная связь. Есть у вас как своя группа поддержки или своя просто, как, знаете, коалиция, если можно так сказать. И пусть это коалиция вы и еще один человек. В наше сложное время это уже немало. Но для вас тут именно что-то хорошее. Есть, тем не менее, те люди, на кого вы можете опереться. И это здорово. Более того, у кого-то может быть и вопросы личной жизни, потому что как узел– это прочная связь, так кольцо, буквально какой-то прочный союз. Может быть, вы вместе куда-то с кем-то поедете. Я, кстати, такое тоже не исключаю. Или вы будете вместе что-то планировать, рассматривать какие-то варианты. Вы знаете, и вы найдете либо выход из создавшегося положения, или примите какое-то очень важное решение. И для кого-то не вы самолично, а именно в союзе с кем-то. Вот такое тоже не исключаю. Я не вижу больше совпадений. Давайте пойдем с вами вперед и узнаем. Так что же для вас, козероги, прояснится со дня на день? Что там за путаница или как, что за тема? Возможно, это как раз и связано с какой-то новостью. Может быть, это новость от конкретного человека. Да? Что прояснится для козерогов со дня на день? Ну, в ближайшие дни. Что идет? Или вы, возможно, завершите сами, с чем-то определитесь. Может быть, вы
перестроите что-то, да, на новый метод какой-то или на какие-то новые рельсы поставите уже тот вопрос, который, ну, где-то был увязан с прошлым. Я такое допускаю. И что нового войдет в вашу жизнь, что, иными словами, может быть, его будет вами переделано и продолжено, что имеет смысл. Смотрим, что же для вас прояснится. Ну, правда, я эту карту «Пятерка жезлов» говорю, информационный хаос. И, кстати, по части человека такое тоже может быть. И неважно, кем является этот человек, здесь вам, вот как я говорила, могут доносить ту информацию, она искажена. Или, может быть, ворох этой информации, которой всей подряд не надо точно доверять, или всему тому, что вы слышите. Может быть, это конкретная тема по конкретной персоне, на которую вы рассчитывали. Может быть, кто-то вам и помощь обещал, или планировали какое-то содействие с человеком. Но по этой карте люди могут о нас забыть. Утром пообещали, к вечеру не помнят. Вот такое тоже. Это не потому, что даже, как знаете, хитрый коварный план. А человек, вот вы могли столкнуться с такой персоной, которая, ну, как концентрацию внимания не держит. Утром думал, пообещал или пообещала, потом что-то переключило его внимание или ее, и все. И уже в каком-то новом направлении человек движется. И какие он давал обещания, он не помнит. Вот я такие персонажи тоже не исключаю, так что ж там прояснится? Вы и тайну какую-то можете узнать. Но самое главное, наверное, что прояснится, вы делаете выводы, мои дорогие. Но то, что, ну, знаете, какая-то тайна может открыться, это точно. И для вас это поворотный момент, потому что колесо фортуны, фортуна– это всегда как колесо, да, это какая-то цикличность. Вот у вас сейчас со дня на день, ближайшие дни, первые дни января, мои дорогие козероги, удачный какой-то момент. Даже то, что вы слышите, как будто, ну, может быть, это как именно ваша удача, и фортуна пытается вам помочь. Или помочь открыть глаза, или заставляет вас что-то пересмотреть, переделать, переиграть, как-то переиначить. Да, вот такая помощь высших сил – и то, что мы воспринимаем поначалу, может быть, нелепо или не знаем, как к этому относиться, а вот задуматься определенно стоит. И держать, безусловно, руку на пульсе, потому что по этой карте ведь есть такой момент, как скорость. Мы не должны что-то оставить на потом. И, может быть, это связано как раз с каким-то перемещением, дорогой. Или, может быть, буквально к юристу съездить, к адвокату, к какому-то специалисту, разобраться с какой-то темой. Руку на пульсе, потому что мы понимаем, колесо как будто идет наверх, а потом будет неизбежен спад. Не потерять времени даром. Ну, посмотрите, у вас 2 старших аркана. И, безусловно, по аркану жрица мы что-то окончательно понимаем, но об этом не говорим никому. И тогда где-то молчание вас бережет. У вас прояснится какая-то запутанная тема, либо связанная с информацией, либо это какая-то конкретная персона, с которой были связаны договоренности. Вот вы с ней связаны именно какими-то договоренностями, может быть, и были какие-то надежды, но вот здесь, знаете, вот как зерна от плевел отделяются, и мы точно понимаем, есть смысл в чем-то или этого смысла в реальной жизни нет. Так что уйдет или что вы завершите? А у вас какая-то двойственная ситуация, тупиковая ситуация разрешится. Причем вы сами это разрешаете. Может быть, это вы узнаете какую-то правду и поймете, ну, для кого-то ждать нет смысла, или лучше мне в каком-то деле не участвовать, или наоборот, у кого-то мы ведь все разные, хоть объединяет один знак зодиака. Но тут может быть и такая конфигурация, когда мы понимаем, что да, лучше я это дело оставлю, посмотрю, как оно либо продвигается, либо что-то тут как-то мутно непонятно. По двойке мечей мы вот из этого тупика или из каких-то, может быть, и качелеобразных отношений выходим. Может быть, это связано было с финансами. Значит, и по финансам вы тоже можете что-то для себя определить. Конечно, по этой, точнее, карте, денежная карта, карта финансового благополучия, может быть, вопросы касаются работы. У кого-то может быть и так. Вот я сказала вам, как фортуна помогает. По части работы, с учетом колокола, вы можете узнать, что какая-то реструктуризация может быть по месту вашей работы.
Или конкретная персона, которая прежде не собиралась увольняться, а тут вот уходит, может быть и так. И вы очень хорошо, к примеру, относились к этому человеку, может быть, даже было взаимодействие, но вакантная должность, она перед вами открывает перспективы. Это я к тому, что у кого-то из вас даже возникнет такая вот, мои дорогие козероги, возможность. Сначала вроде вы слышите информацию, и она вас обескураживает. Вы можете о чем-то даже сожалеть. Может быть, даже для кого-то это вот действительно как та карта башня или когда, знаете, вот как камни с неба, я не случайно говорю. Но для вас-то это открываются какие-то новые возможности. Причем, может быть, осуществить какую-то свою мечту или банально заработать больше денег. Ну вот как-то так. Что нового войдет в вашу жизнь? В ближайшие дни. Вы знаете, вы можете видеть необходимость пройти какие-то курсы или чему-то обучиться. Может быть, чтобы получить какую-то должность. Ведь это карта, по которой мы раскрываем свои таланты. Кому-то могут предложить либо вакантная должность, или вы сами, может быть, ищете работу. Вот по этой карте мы понимаем, что для того, чтобы нам именно получить какую-то перспективу, нам необходимы знания, ведь это карта учебы, это карта работы в команде. Для кого-то из вас, правда, новая команда как по работе или новый руководитель. Ну вот может такое проиграться, а также дополнительный заработок. Может быть, Уран, он любит всё дробить. Раньше была одна работа, а теперь вы будете искать, может быть, и удаленную работу или рассматривать какие-то иные способы дохода и одновременно чему-то обучаться. Но по этой карте мы всегда любая карта тройка — это карта будущего. Вот тут какая-то конфигурация по части и заработка, и раскрытия ваших талантов. Тут правда какая-то может быть оказия. И это что нового? Что еще нового войдет в вашу жизнь? Может быть, так где-то и сложновато будет, потому что потребует от вас какого-то, ну, знаете, как реорганизации вашего рабочего дня, когда вы не можете продолжать действовать, как прежде, да? Может быть, банально пересмотреть, сколько времени вы уделяете одному чему-то и другому. И я могу даже допустить, что кто-то из вас отложит на потом какие-то мелкие вопросы, может быть, бытовые, рутинные, потому что вы понимаете, что я много времени потеряю. Тут на кону что-то стоит очень важное. А по десятке жезлов мы всегда включились в какую-то тему и тянем вот какую-то вязанку, да, вот как нам показана эта колода ведьмочек, как будто ведьмочка тянет вот эти 10 метел и сама уже не видит, а зачем это нужно, как будто в гору. Это мы во что-то впряглись. И света белого не видим. Нужно нам или нет. Мы должны как минимум остановиться, бросить эти 10 жезлов, ну или метелок этих, да, и отдышаться, и осмотреться по сторонам. Вот что нового идет. Тут какая-то перезагрузка у вас. Что еще новое идет в вашу жизнь. Правда, тут может быть связано с какой-то новостью. Я не исключаю, что у кого-то из вас, как знаете, какой-то визитер на работе, иногда проверяющий по рыцарю жезлов. Иногда это может быть встреча с человеком, может быть, совершенно случайно. По рыцарю мечей идет также, знаете, такое значение, как бунтарь без причины. То есть это те люди, которые, ну, не очень, будем говорить, контактные или выбирают выражения, умеют быть дипломатами, ну так напрямую, которые так немножко преднастроены, и тем не менее. Вы можете услышать какую-то фразу, и пусть не все будет правдой, но какая-то доля, процент в том, что скажет конкретный человек, вам нужно принять во внимание и после перепроверить. Потому что по этой карте мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Какой-то Гордиев узел вы можете развязать, правда. Давайте-ка карту совет достанем. Что нам посоветуют? Вот из любой зависимости как будто нужно выходить. Зависимости разные бывают. Все-таки 15-й старший аркан — это, конечно, привычка. И много кто или того, к чему мы привыкли. Иногда вот трудоголиком быть — это тоже своего рода зависимость. Навесили на себя какие-то эти, да, или взяли охапку. Вот и тянем в гору, да, уже и сил-то у нас не осталось.
Наступает тот момент, когда мы сами себе должны задать вопрос: «А мне это надо?» Или «А как долго я собираюсь что-то продолжать?» Мы ведь с собой берем или определяемся в первые месяцы года, что для нас является прогрессом. Это первое. Или наоборот, второе, а первое, чего мы точно не хотим. Может быть, это и в отношениях какая-то зависимая история, а у кого-то зависимость денежная. И решить нужно именно этот вопрос. Вот от любых зависимых историй вам как будто нужно выходить. Однозначный какой-то должен быть у вас выход из лабиринта. Туз мечей иногда, опять же, информация. Поэтому могу сказать, пусть к вам как будто непосредственно эта информация не относится даже так, да, но каким-то образом додумать стоит. Потому что именно в ближайшие дни какой-то либо лабиринт заканчивается, либо вам нужно с чем-то определиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите в описании под видео, читайте мои публикации на моем сайте, а также подписывайтесь на телеграм-канал. Я вам буду искренне рада. На телеграм-канале я публикую контент со всех мест, из каналов YouTube, ну, в том числе и из сайта. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.